Дождались. Вот он, первый снег. Повесили белью сушить. Вопрос что, снимать его или оставлять сушить дальше? Кто победит? Вчера. Здравствуйте! А мы сегодня с Орсика забрались в самый медвежий угол нашего участка. И мы хотим его привести в порядок. Благо стало потеплее, на улице +8, снег растаял, и видно трава, и листья где. И мы хотим привести этот угол в порядок. Приводим в порядок медвежий угол. Медвежий угол — это участок наш в самом углу, возле забора соседского, куда мы фактически не заходим. Вот этот вот старый птичник. Это с Арсением, как всегда мы здесь. И здесь заброшенные деревья непонятной породы. Урожая мы не видели их. Тень над домом идет и листья. Ну и там дальше орех и наш участок. Вот здесь мы хотим навести порядок. Ну, час работы, и можно чем уже похвастаться. Медвежий угол не хотел сдаваться, пришлось применить грубую мужскую силу, грабли, веерные грабли, и в итоге он пошел под белым флагом у меня. Вот. Но это еще не все, нужно еще поработать. Арсений тут рядом крутится, находит свои игрушки, перепрятывает то бутылочки, то палочки. Вот очередную бутылочку пошел перепрятывать. Медвежий угол стал получше выглядеть. Сразу видно, где поросль молодая деревьев, где какие корешочки. И вот можно было просто наступить вот на такие пенечки и проколоть себе или сапоги, или ноги. И вот такой вот заразы вдоль забора очень много. Все нужно рубить. Ну и от соседского забора тоже виноград девичий идет. Да, а это кто? А, это Орса пришел. Орса все проверяет. Вот. Буду я однозначно эти деревья спиливать. Никакого толку от них нет. От них идет сплошная поросль. Если посмотреть, только поросль одна. Молодые эти вот дикая алыча или слива дичка. Вообще никакого толка. Пущу на дрова и на столбики. Вот. Но здесь уже более-менее, а вот там впереди еще столько убирать. Но ничего, время еще есть, и мы поработаем. Игрушечка. Как ты сказал?
Ну, можно поспорить, это не девичий виноград. Ну, что-то вьющееся. Забуксовали. Ладно, не хочет Да вперед, ты по поедем. куче поехал. Поехал. Что такое в жизни не бывает? Я думаю, да. Что ты ругаешься, Арсений? Загрузили. Первая тачка. Ну, свой медвежий угол мы уже разобрали. Там более-менее уже прилично все стало. Но вот погода опять портится, пошел дождик. И нам нужно быстро-быстро убирать листики. Потому что хочется, чтобы на участке было красиво. А еще нам хочется деревья пообрезать, потому что толку от них нет. Еще дрова сложить надо. И вообще работа кипит. Но вообще-то пора уже с домом. А, кстати, а снег у нас растаял. Где-то там снег на севере Краснодарского края, а у нас сегодня плюс 8. Операция под кодовым названием «Медвежий угол» подходит к своему завершающему концу, итогу. То есть листики я убрал, у меня получилось 2 приличных кучи листьев. Вот. Но тут оказалось, у меня есть несколько саженцев малины, которые мне нужно посадить. Ну жалко просто так взять их и выбросить. И я сейчас сделаю эксперимент. Я их сейчас посажу в медвежьем углу, недалеко от ореха. Сразу уже предполагаю, что будут в мой адрес громы, молнии и копья метать, что под орехом ничего не растет. Но я хочу просто проэкспериментировать, потому что у меня здесь была посажена мушмула, которая самая лучшая, ну как показала себя, как она растет. В другом месте она хуже росла, а вот здесь возле ореха лучше. Ну, тем более, что если не получится, то я просто-напросто корни пересажу. Ну, не знаю я сейчас на огороде, где мне ее посадить. Самое свободное место вот здесь вот, возле ореха, возле соседского забора. Ну, как-то так. Куча номер 1 и куча номер 2. Это вот столько листьев я собрал вот с этого медвежьего угла. Вот та самая мушмула, которая себя хорошо показала. Вот я начал посадку малины. И еще у меня пару саженцев в ведре ждут своей очереди. Ну а так выглядит этот медвежий угол. Планы уже мне ясно, что я буду здесь делать. Да, конечно, когда листья убираешь, все кажется по-другому, аккуратненько, чистенько. Но есть другая проблема. К ногам так липнет грязь, а по листьям, когда ходишь, этого не было. Дождь идет весь день сегодня. 24 ноября уже. Я еще никогда не сажал в таких критических условиях саженцы, как сегодня. Весь день дождь идет, земля мокрая, копать тяжело. Лопата просто превращается в какую-то булаву, к ней все липнет, ноги все. А в таких вот калошах, в грязи, ну как я говорю, здесь в Молдаванке грязь особенная, местная, лечебная. Она лечит от всяких вот дурных мыслей, чтобы ум за разум не заходил. Вот, и крайний, как говорили, последний саженец малины. Всего у меня получилось 8 маленьких саженцев. Ну и еще я придумал вот такую конструкцию, как утеплить на зиму мушмулу. Я взял 3 жерди, которые я срубил от кизила, длинные ветки, обтесал кору, построил вот такой фигвам.
И сейчас я спанбондом его укутаю, чтобы ни снегом, ни морозом не прибило мушмулу. Ну вот такое чудо у меня получилось. Уже темно. Кирпичиками мы ее закрепили. Сверху будет, где вот 3 штока соединяются, небольшой выход для воздуха. И главное, что это не в красоте дело, а в ее назначении. Многократные палочки можно использовать. Ну и ткань то же самое. И все это было закреплено обычным пистолетом-степлером с кабинным. Ну вот так вот получилось у меня. Все, ребята, уже темно. Сумерки, солнца нет. Я, можно сказать, уже в ночи работаю. Осталось только фонарик сюда, как шахтеру, одеть. И еще что-то можно было по грядкам сделать. В общем, не буду я его задерживать, мои дорогие подписчики. Я рад, что вы у меня на канале есть. Операция «Медвежий угол» или квест «Медвежий угол» мы сделали. Еще даже мушмулу утеплили. Вот сейчас вот дождь только-только закончился. В общем, с вами был Викинг Лайв. Подписывайтесь.